Здравствуйте, приветствую всех, кто слушает меня. Сейчас мы начинаем нашу презентацию. Впервые презентация на YouTube. Мы сегодня представим вам информацию о том, каковы основные причины заболеваний или симптомов, связанных с какими-то дисбалансами в организме. Прежде всего нам нужно понять, какова причина некоторых дисбалансов, и за основу мы возьмем нашу физиологию, ее состояние в идеальном порядке, когда мы чувствуем себя совершенно хорошо, нормально, и у нас ничего не болит, нет никаких симптомов, когда мы чувствуем, что что-то не так, где есть какие-то боли или какие-то ощущения, или плохое настроение, или волнение, или даже депрессия, или, может быть, какие-то состояния грусти, печали, даже это. Или, например, может быть состояние безинициативности, нежелание что-либо делать, которое раньше у вас не было, у вас такого состояния. Это тоже сигнал о том, что что-то происходит. Значит, какая-то энергия уже уменьшилась в вашем организме и в сознании. В вашем мозге есть какое-то, может быть, уже снижение каких-то энергий. И это, в конце концов, может привести даже к застою и депрессии. То есть мы просто сравниваем свое состояние нынешнее с прошлым и пытаемся улучшить его в будущем. Но это не означает, конечно, что в прошлом все было, может, идеально, но таким образом мы ориентируемся на какой-то более-менее идеал, хотя мы хотим достичь большего и большего и большего всегда в нашей жизни. Но в данном случае мы попытаемся сравнить с чем-то, что было прежде, чтобы судить о том, есть ли какое-то ухудшение или, наоборот, улучшение. Так вот, если даже у нас нет заболевания, а мы не говорим обычно о заболевании, мы говорим в основном о предупреждении заболеваний. Дело в том, что я не являюсь доктором, и мы не являемся как бы лечащими, поэтому мы не имеем права, в принципе, говорить о лечении, да? Но мы имеем, правда, право говорить о предупреждении каких-либо симптомов отклонений и балансирования. Мы балансируем наш организм. Это во-первых. Во-вторых, мы имеем также право говорить о том, какой личный опыт у нас есть. У меня лично был опыт очень обширный в связи с тем, что было очень много симптомов, дисбалансов и даже заболеваний, которые были диагностированы или врачами, или некоторыми экспертами, которые не являются врачами, но они использовали альтернативные методы, так сказать, определения дисбаланса. Дело в том, что позже я стала изучать сама оздоровительные системы. Я изучала аюрведу, нутрициологию и натуропатию. И таким образом я смогла понять, каким образом можно балансировать организм и как определить дисбаланс. Но для этого есть специальные методики, есть опросники. В аюрведе есть также пульс, так называемая диагностика или прослушивание пульса для получения информации. Также есть определенные методы наблюдения. Если мы видим человека в личной встрече или на экране, мы тоже можем судить по некоторым признакам о том, каково его состояние. Но сейчас мы не будем уходить в какие-то личные конкретные наши симптомы или дисбалансы. Мы будем говорить вообще. Начнем с того, что
каким образом мы можем предупредить какие-то проблемы в нашей жизни. И в частности, особенно мы будем очень много говорить о токсинах, которые очень часто являются причиной дисбалансов и заболеваний. Многие врачи, может быть, не признают, что токсины являются очень серьезной причиной заболеваний, потому что они не получили соответствующего образования в области токсичности, токсикологии. И, может быть, они не принимают, может, и точку зрения и не считают, что это самое главное. Но в опыт альтернативной медицины, альтернативных методов оздоровления показывает, что это, как правило, основная причина. Но просто ее никто обычно не проверяет. Никто не проверяет чаще всего токсичность, например, токсичность от токсичных металлов, тяжелых металлов, или плесени, или пестицидов, или от паразитов даже, бактерий и вирусов, которые могут присутствовать, и они очень токсичные. То есть мы будем говорить еще и о инфекциях и других видах интоксикации, и даже бытовую интоксикацию. Как правило, больше токсинов люди получают именно находясь дома, а не даже снаружи. Но я уже не буду говорить даже о том, какие снаружи у нас могут быть токсины. Это всем понятно. Интоксикация может быть и даже рабочая, так сказать, на рабочем месте и так далее. Но в природе очень много токсинов, выбросы, например, каких-то вулканов, которые выбрасывают много токсинов, в том числе ртуть. Но мы будем говорить о том, что в наших силах изменить. Мы не можем сейчас охватить все причины, которые не в нашей власти изменить в данный момент. Я специалист не по токсикологии, в принципе, и не экологии, и не географии и так далее, но по оздоровлению. Поэтому мы в основном говорим о личном нашем пути оздоровления, имеется в виду, как мы можем уберечь себя от этих токсинов. В данном случае в нашем окружении, питании и в домашнем хозяйстве. Так вот, почему я открыла этот канал и почему я хотела выступить на нем и буду выступать и дальше. Это дело в том, что не все понимают, что скрытой причиной всех проблем наших, дисбалансов и умственных, и физических, тела и ума являются прежде всего токсины. Мы будем останавливаться на других причинах, но сначала мы начнем с этой. Значит, почему? Дело в том, что многие люди, например, испытывают какие-то боли в теле, например, артрит, или у них фибромиалгия, которая приводит к заболеваниям, к болям во всем теле, во многих частях тела. Или у кого-то есть излишний вес, аутоиммунные заболевания, связанные с воспалением. И также, например, рак тоже относится к числу таких иммунных заболеваний. Заболевания сердца и так далее. И до того, как они появились, у человека уже есть какие-то, может быть, симптомы и признаки задолго до этого, за много лет до этого. Но просто человек этого, может, не чувствует или не обращает на них внимания, или даже не знает, что их надо уже устранять. Не ждать, когда возникнут заболевания. Так вот, если даже он почувствовал что-то заранее, за несколько лет вперед, что он может сделать по этому поводу? Он может прежде всего, может быть, там, обратиться к какому-то специалисту, может, не врачу, потому что врач скажет, что у вас все в порядке, ваши тесты в норме. Провести домашние тесты самому. Есть такие тесты, я о них вам расскажу.
или сделать тесты лабораторные. В США, например, есть возможность заказать лабораторные тесты самим. Есть веб-сайты для этого, я могу также поделиться с вами. Или можно также обратиться к каким-то специалистам, которые могут определить сами причины, даже если вы сами не знаете, в чем дело. Они могут вас проверить с помощью каких-то альтернативных методов. Например, специалисты в области мануальной терапии могут прощупать какие-то суставы и сказать, почему у вас может боль там, или даже может провести мануальную терапию, чтобы боль устранить и так далее. Далее. А вот, может быть, у вас еще и есть просто усталость. Вообще никаких болей, ничего, просто устали, вот и все. Вы думаете, ну, это возраст, может быть, нет. Но в действительности это может не обязательно возраст. Столько много причин для усталости, огромное количество. У меня, кстати, были чуть ли не все, поэтому я знаю многие из них лично в лицо. Следующее, например, или, например, сколько у человека может быть волнения какое-то, и он, может быть, думает, что так всегда должно и быть, но в действительности это не так. Он уже привык, может, к этому, у него такой стиль жизни, что он все время волнуется, да. Но в действительности волнение – это не нормально, да, это дисбаланс. Человек чувствует, в принципе, что это нехорошо для него, что он слишком возбужден, что ему надо успокоиться, отдохнуть, но он не знает как. А если это уже перешло в зону, так сказать, ну, такую, значит, медицинскую, хроническое называется, основное волнение, так называемое заболевание, считается умственным. Но это, в принципе, может быть дисбаланс в области мозга, который легко устранить. Но даже с волнением существует столько много причин, и ну, около 100 причин, поэтому все охватить невозможно. Можно только основные охватить, мы можем об этом подробно поговорить позже. Но все же, почему я говорю, что токсин – основная причина? Потому что началось все с токсина. Может быть, позже появились дисбалансы в области мозга, а может быть, появились боли и так далее, и дальше появились другие симптомы, но началось, скорее всего, это с токсина. Почему? Потому что здесь очень много дисбалансов возникает именно на этой почве. Например, гормональные дисбалансы, токсины вызывают необходимость детоксификации, поэтому все наши молекулы или там витамины, все они истрачены будут на детоксификацию. У нас возникает дефицит. У нас возникает, может быть, воспаление и воспалительные какие-то процессы начинаются в желудочно-кишечном тракте, даже в мозге, там где-то в суставах, где-то в позвоночнике, где-то, ну, чаще всего даже, может быть, это область вот, нижнего отдела, так сказать, в органах мочеполовой системы и так далее. Структурные могут быть дисбалансы также, ну вот я имею в виду позвоночник и кости, это структурные. Дальше иммунный дисбаланс. Очень часто сейчас это бывает, аутоиммунные заболевания – одно из проявлений этих иммунных дисбалансов. Ну и также, как рак, я говорил, также проявление. Проблемы пищеварения, абсорбции, значит, питательных веществ и метаболизма. И также макробиома. Так сказать, макробиома – это наши бактерии, которые в нас живут и которые нам помогают создавать все питательные вещества, перерабатывать ту пищу, которую мы получаем. А также я говорю об умственных и каких-то токсичных эмоциях, например, гнев, печаль, страх и сожаление о чем-то горькое и так далее. Эти эмоции негативные, мы, конечно, их избежать не можем, но иногда они могут быть чрезмерны, если часто повторяющиеся, они вызывают хронический стресс и вызывают хроническую такую реакцию постоянно и даже травму
Поэтому мы относим их тоже к числу токсичных, так сказать, факторов. Итак, все эти перечисленные факторы являются причиной наших дисбалансов и даже в конечном итоге болезней. Так вот, все эти как бы факторы, они сразу не проявляются, не так, что мы, например, то испытали, это испытали, здесь там отравились и сразу же заболели. Нет, это все накапливается. Токсичность имеет такую природу накопления. На английском языке это называется rain barrel. Имеется в виду, что у нас есть какая-то, как бы вот ведро, что ли, в котором капает куда какая-то там вода, вот эти вот негативные вещи накапливаются, и потом воды становится так много в этом ведре, что потом последняя капля, она приведет к тому, что из ведра выплеснется все, может быть, да? Ну или часть очень сильно и бурно. То есть это и будет заболевание. Симптомы, может быть, появятся даже чуть-чуть раньше, до того, как все выльется. Но вот это вот выражение rain barrel, или как бы корзина, или что ли, ведро, у каждого разное. Поэтому у каждого это пройдет другое время. Кто-то говорит, может, у меня столько токсинов, я не болею, а другой один раз отравился и все, заболел на всю жизнь. Конечно, это разный уровень у них способности детоксифицироваться, и зависит тоже от того, есть ли дефициты какие-то нутриентов, которые детоксифицируют организм, может быть, а может быть вообще организм этот как-то там поломан на генетическом уровне, что ли, его надо менять, так сказать, починить, так сказать, но в любом случае у всех это индивидуально. В зависимости от того, какой исходный уровень уже был и есть, а также от того, как этот человек, на какой стадии он сам находится, какое состояние его здоровья. Поэтому мы будем говорить об этих вещах позже, но я сейчас только назову самые основные причины интоксикации. Вас это, может быть, удивит, это будет для вас немножко шоком, да, что самым основным источником интоксикации в наше время является бытовая интоксикация. Большинство людей получают токсины именно в быту из своих собственных предметов обихода или предметов, которые они используют в быту, например, шампунь там и всякая там косметика или там еще что-то. И питание, из питания. Питание, конечно, тоже один из основных, так сказать, источников интоксикации. Но причем она может или натуральная, естественная, потому что продукты, например, растительные продукты вытягивают токсины из почвы, и в каждом растительном продукте есть какая-то доля токсинов. Но я даже не говорю об этом, хотя есть продукты, которые особенно токсичны, например, рис считается, содержит высокий уровень арсеника, а также виноград и вино. Ну и зелень, такая полезная зелень, как петрушка. Поэтому мы их очень часто не употребляем. И я не советую много-много употреблять таких продуктов, хороших, в принципе, и полезных и очень даже вкусных, но это не так, чтобы каждый день и очень много. Также другим источником интоксикации являются, ну, как я говорил, бытовые, мебель даже, если особенно новая мебель, новые вещи, одежда, новый дом, новый, ну, все новое, оно обычно испускает некоторое время газ. По крайней мере, 1 год выходит этот газ. Поэтому я, например, предпочитаю не иметь много новых вещей. Например, покупать новые дома и жить в новых домах, может быть, нежелательно. Лучше купить не совсем новый, например. И мебель новую тоже, как бы надо с ней осторожнее быть и так далее.
Ну, я не имею в виду, что всех, у некоторых, я говорю, вот это ведро большое, еще пустое, но для тех, у кого оно уже полное, или для очень чувствительных людей, у которых есть чувствительность к химикатам, им надо быть осторожнее. Это уже сигнал, что ведро полное. Следующий источник это медицинские лекарства, препараты, лечение и тому подобное. Но особенно я хочу сейчас выделить и рассказать про, значит, амальгамы, так называемые, или зубные пломбы. Зубные пломбы металлические являются мощнейшим источником интоксикации, потому что вот эти металлические пломбы содержат на 50% ртуть, даже на 53% я читала, а также другие токсичные металлы, арсеник, свинец, кадмий и так далее, очень повреждающие, и они будут проникать через кровеносную систему внутрь, в организм. Но самое страшное произойдет, когда человек начнет вырывать эти зубы. В США есть врачи, так называемые biological dentist, биологические дантисты, которые могут это сделать, вырвать зуб безопасно, относительно безопасно, во всяком случае, с помощью технологии, которая называется Smart Technology. К сожалению, таких биологических дантистов нет, есть не во всех странах. Я слышала, что в Москве есть такой дантист, но в других странах, по-моему, нет. Поэтому я предлагаю вам говорить об этом дантистам, чтобы они прошли курс обучения вот этому безопасному удалению ртутных пломб. Ртутные пломбы до сих пор в некоторых странах считаются безопасными и даже очень полезными, в том смысле, что они дешевые и долго держатся. Но если они дешевые и долго держатся, это еще не значит, что они хорошие и полезные, и надо предпочитать уже здоровые, потому что рано или поздно вам придется их вырывать. И так они у вас будут создавать проблемы и токсичность уже даже без вырывания, так сказать, без удаления, но когда они удалятся, то они попадут в рот, все эти токсины, и попадут через кожу, также в кровеносное русло, и в мозг, и везде. Они могут быть причиной возникновения болезни Альцгеймера, деменции, заболеваний всей иммунной системы, аутоиммунных заболеваний. У меня было аутоиммунное заболевание после того, как мне установили даже эти самые пломбы, но даже не вырывали. Но мне повезло, что мне вырвал зубы эти пломбы, значит, биологический дантист, безопасно. Так вот, сразу же после того, как мне установили эти пломбы, у меня сразу же начались симптомы аллергии, нетолерантности всякие разные. Я себя нехорошо чувствовала от того, что я выпью что-то или поем что-то, сразу же не то. Ну, потом у меня был тест, я проверила, у меня были, да, аллергии некоторые. Правда, сейчас уже их нет. Но есть еще нетолерантности кое-какие, в основном именно на металлы, на никель, на бисмит и еще один там. Раньше была сильная аллергия на ртуть, именно на ртуть. Ну, сейчас, по-моему, она уже уменьшилась, потому что уже тех болей, которые раньше у меня были, у меня уже нет. У меня возникали боли всегда, когда я ела, например, натуральные хелейторы или хилаторы, которые удаляют токсины, вот эти ртуть из организма. Казалось бы, хорошая вещь, не правда ли? И все даже рекомендуют есть эти натуральные келейторы. Их, например, кинза. Кинза – это натуральный келейтор. Или кориандр его называют в сухом виде специю. Или силантро называют в США, зеленую эту травку. Так вот, или многие другие зеленые вещи, которые келейторами являются, они в действительности тем людям, у которых есть токсины, нежелательны или даже опасны. Потому что они выведут, да, токсины, ртуть особенно
из организма, и она пойдет вниз, так сказать, по пищеварительному тракту, но там они его уронят. Дело в том, что это очень слабые келейтеры, и они их роняют, понимаете? И после того, как он упал, он будет через пищеварительный канал, стенки, проникать в кровь. И у меня это было буквально через несколько минут. Тут же начиналась боль в голове, сильная такая, потому что через кровь это поступает в мозг. Сильная такая резкая точечная боль в голове была. У меня даже просто один листочек, если я съедала случайно в ресторане, этого от кинзы или силантро она называется, потому что я сама никогда его не готовила и не варила. Кориандр тоже никогда не использовала, избегала очень тщательно. Тем не менее, иногда это случается, да? Так вот, у меня была такая сильная реакция, потому что у меня была аллергия на ртуть. Но другие люди, возможно, и не почувствуют никакой реакции, и ничего у них как бы не появится ощущение какой-то опасности или токсичности и так далее. Поэтому надо иметь в виду. Я очень подробно остановлюсь на том, как детоксифицироваться от металлов и прочих других токсинов в следующих своих выступлениях. Но просто это вам для начала. Это самая сенсационная информация, которую я хотела вам сообщить. Я начинаю с нее, и мы еще этого коснемся в будущем. Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, и советуйте всем, тем людям, у которых, вы знаете, есть симптомы, или есть у них наверняка те самые токсины, о которых я говорю, пожалуйста, сообщите им, потому что не дожидаться того, когда у них будет ухудшение, поскольку ухудшение произойдет, как я говорю, именно тогда, когда все эти токсины попадут в организм в большом количестве, не потихоньку будут выходить, а именно поступят в большом объеме и вызовут сильное повреждение. Поэтому сообщите им в первую очередь, и также дантистам, к которым вы ходите, или к тем специалистам, врачам, с которыми вы работаете. Да? Я также не советую, могу заранее сказать, не советую делать хилирование с помощью альтернативных методов. Я делаю такое у врачей с помощью химических хилитеров, тоже не советуем, тоже произойдет перераспределение токсичных металлов в мозг. И также не советуем мы даже делать некоторые процедуры, например, такие процедуры, как инфраред сауна, тоже может вызвать в большом количестве перераспределение, если долго это делать. И также другие некоторые физические процедуры, которые могут вызвать такую реакцию. Ну и что единственное можно сейчас посоветовать, те, у кого есть такие ртуть, начать использовать половинку чайной ложки магния сульфат. Магний сульфат поможет увеличить возможность сульфонизации в организме, которая, может быть, уже, так сказать, истратилась, можно сказать. Сульфонизация может уже невозможно, потому что слишком мало осталось сульфата в организме. Магний сульфат продается у вас в аптеках, и вы можете его купить. И вам нужно не только использовать его, да, использовать только четверть чайной ложки, только, не больше, для начала. Значит, потом можно будет перейти к, может быть, принятию ванн, иногда, не всегда, иногда на короткое время. Это будет такая как бы дополнительная поддержка, дополнительная детоксификация. Но и то не все, может быть. Те люди, у которых дефицит магния, могут быть побочные эффекты, они могут почувствовать себя нехорошо от слишком большого количества магния. А магний абсолютно необходим для нас, особенно для сердца. И те люди, у которых очень много токсинов, тоже могут почувствовать побочные эффекты, поэтому никогда не надо перебарщивать. Когда речь идет о детоксификации,
и особенно килирование токсичных металлов, чем меньше делать, тем лучше. Чем маленькие шажки, чем меньше шажок мы делаем, тем лучше для нас. Хотя, может быть, нам очень хочется сделать это быстро, и мне тоже очень хотелось. Но если вы что-то делаете такое, что выходит за пределы того, что я сказала, то тогда вам нужно использовать байндеры, абсорбенты. Ну, а про абсорбенты я подробнее поговорю потом, их очень много. Но сами абсорбенты тоже могут быть токсичны, так что будьте осторожны. Осторожны с этими глинами всякими и зеолитами. И еще что там есть. Вот мумиё, абсорбент тоже. Их можно использовать в небольшом количестве, если вы уверены, что они токсичны тоже. Вот. Мы поговорим об этом больше дальше. Но вот наша тема сегодняшняя была это каковы основные причины дисбаланса в организме и даже в дальнейшем заболеваний. Мы уже поговорили про эти самые причины. И одна из них, самая основная, как я сказала, это токсичность. И мы уже поговорим позже про другие, но симптомы могут самые разнообразные. Вы поняли, да? На поверхности как бы океана симптомов и очень-очень много. Но это не значит, что все эти различные заболевания, они имеют какую-то самую разную другую природу. На самом деле природа одна и та же. Дисбаланс организма на основе каких-то факторов, повреждающих, в том числе токсичность, инфекция, может быть, и другие, стресс и так далее. Но мы начали с токсичности как основной, потому что в сегодняшнем мире это основная причина. И нам нужно принять меры для того, чтобы этого не было у нас. Так вот, итак, симптомы могут быть разные, болезни могут самые разнообразные. Нет необходимости кидаться бороться с одной болезнью, потом с другой, с третьей, пятой и так далее, разными методами. Надо начать со самой основной причины – устранения токсинов, устранению инфекций, устранению стресса, устранению каких-то других факторов, о которых мы будем говорить, их очень много, и поэтому мы сейчас только говорим об основных. Но главное нам понять, что сейчас, что на поверхности может быть очень много всяких видимых симптомов, дисбалансов и заболеваний, но внизу, под водой, так сказать, причиной, скрытой причиной являются вот те, о которых я говорила. И о чем бы мы ни говорили, от чего бы мы ни страдали, в принципе, решение всегда одно. Не только детоксификация такая на уровне, вот как мы говорим, хелирования или, может быть, там применение каких-то других методов, которых очень часто в интернете пишут. Но самое главное также использование нормальной здоровой пищи чистой, окружение чистое в доме и вокруг желательно, и использование также чистых там предметов, которые мы используем не только в доме, но и, скажем, на отдыхе там, или на работе, или еще где-либо и так далее. То есть избегать чего-то, каких-то чрезмерных таких отклонений в нашем организме из-за токсинов. Итак, присоединяйтесь к нам, и надеюсь, мы скоро встретимся с вами. Я буду регулярно выставлять, по крайней мере, раз в неделю, а может быть и больше, может даже 2 раза в неделю свои выступления. И вы, пожалуйста, приглашайте всех. Всего хорошего, до свидания.